Может ли внезапное появление BTS в Лиссабоне, задокументированное с почти научной точностью разрозненными очевидцами, но окутанное стратегическим молчанием, ознаменовать начало культурного эксперимента, настолько тщательно спланированного, что даже армии фанатов по всему миру почувствовали, как забилось их коллективное сердце? Когда BTS тихо приземлились в Лиссабоне, Португалия, реакцией были не аплодисменты, не ликование, даже необычная аэропортовая суматоха, запечатленная в высоком разрешении. Это была паника. Не страх в обычном смысле, а та самая электризованная паника, которая прокатывается по всему фандому, когда что-то кажется слишком преднамеренным, слишком тихим, слишком не похожим на совпадение. В течение нескольких минут появились загадочные фотографии. Были проанализированы временные метки. Тени и отражения были увеличены. И один вопрос начал эхом разноситься по континентам. Почему Лиссабон? И почему сейчас? Чтобы понять, почему этот момент вызвал такую сильную реакцию, нужно сначала понять природу отношения BTS с неожиданностью. Более 10 лет группа создавала себе репутацию не только благодаря музыке, выступлениям и глубине повествования, но и благодаря стратегической непредсказуемости. BTS не просто появляются где-то. Они занимают определенную позицию. Они не просто так посещают города. Они оживляют их. Поэтому, когда Лиссабон появился на карте, неожиданно, без объяснений и без объявления, это сразу же воспринималось не как путевой обзор, а скорее как тезис. Лиссабон – не самый очевидный выбор. Это не стандартная остановка для мировых поп-гигантов, стремящихся к зрелищности. Это город, пропитанный историей, слоями завоеваний, потерь, поэзии, тоски и тихой стойкости. Ученые часто описывали Лиссабон как город, который помнит все, но мало что раскрывает. Уже одно это вызывало у фанатов BTS беспокойство в самом лучшем смысле этого слова. Почему BTS, группа, известная тем, что вплетает философские вопросы в поп-культуру, выбрала город, чья идентичность вращается вокруг тоски, размышлений и переосмысления? Первые появления были почти подозрительно обыденными. Размытое фото возле отеля на берегу реки. Короткий ролик с черными фургонами, движущимися без лишнего шума. Никаких фотографий из аэропорта. Никаких официальных заявлений. Никаких масштабных мероприятий по обеспечению безопасности. Для группы, каждое движение которой обычно отслеживается в режиме реального времени, отсутствие шума стало самым громким сигналом из всех. В истории BTS молчание часто предшествовало трансформации. Армии реагировали так, как опытные исследователи реагируют на неожиданный результат, не соответствующий модели. Они не кричали. Они анализировали. Ленты социальных сетей заполнились обсуждениями, сравнивающими архитектуру Лиссабона с предыдущими концептуальными изображениями BTS. Фасады из азулежу сопоставлялись с цветовой палитрой обложек прошлых альбомов. Река Тагус сравнивалась с лирическими отсылками к пересечению, ожиданию и времени. Было ли это совпадением, или сам город использовался как живая метафора? Спекуляции быстро нарастали. Некоторые считали, что Лиссабон – это временное убежище, место отдыха после напряженного графика. Но эта теория рухнула почти сразу. BTS не появляются публично в местах, которые могут быть символичными, если только символизм не является их целью. Другие предположили, что это место съемок. Но для чего? Для музыкального видео? Для документального фильма? Для новой эры альбома? Или для чего-то более радикального, чего-то, что вновь перекроит границы между музыкой, искусством и повествованием? Что действительно заставило фанатов паниковать, так это не то, что они увидели, а то, чего они не увидели. Никаких тизеров. Никаких обратных отсчетов. Никаких тщательно подобранных намеков от официальных каналов. Вместо этого было только отсутствие. Отсутствие во вселенной BTS редко бывает пустым. Оно наполнено смыслом. Оно приглашает к интерпретации. Оно требует внимания. Академический подход к карьере BTS часто подчеркивает использование ими интертекстуальности,
того, как их работы отсылают к литературе, психологии, философии и истории. Лиссабон, как место исследования и отправления в эпоху великих географических открытий, тревожно хорошо вписывается в эту схему. Это город, из которого когда-то отправлялись корабли в неизвестность, неся с собой одновременно амбиции и неопределенность. Если BTS готовят что-то новое, может ли Лиссабон представлять собой отправную точку? Символическое плавание в неизведанные художественные территории? Фанаты заметили и кое-что еще – время. Выход альбома не совпадал с гастрольными графиками, сезонами награждений или предсказуемыми рекламными циклами. Он неловко вписывался в календарь, словно сноска, которая никак не хочет оставаться маленькой. Эта неловкость подпитывала теории о том, что дело не в немедленном релизе, а в создании основы. Подготовка. Инкубация. Работа, которая происходит до того, как миру позволено узнать, какой вопрос он должен задавать. А затем появились местные сообщения. Жители Лиссабона описывали, как видели небольшие съемочные группы, осматривающие локации на рассвете. Недостаточно большие, чтобы подтвердить масштабные съемки, но и не случайные. Достаточно, чтобы намекнуть на намерение. Достаточно, чтобы вызвать страх и волнение в равной мере. Зачем тихо осматривать локации, если цель не в секретности? Зачем секретность, если раскрытие не призвано шокировать? Некоторые фанаты начали задавать более тревожный вопрос. Что, если эта речь идет совсем не о музыке, по крайней мере, не в традиционном смысле? BTS давно размывают границы между альбомом и арт-проектом, между концертом и общественным ритуалом. Может ли Лиссабон стать площадкой для междисциплинарного проекта, включающего кино, философию и глобальное участие? Может ли это быть эксперимент, требующий дистанции от привычных культурных центров, чтобы дышать полной грудью? Эмоциональное напряжение еще больше возросло, когда фанаты вспомнили историю BTS, когда они использовали географию как повествовательный прием. От пустынной красоты европейских городов прошлых эпох до символического использования океанов, мостов и незнакомых улиц, место всегда имело значение. Лиссабон с его холмами и скрытыми смотровыми площадками, его меланхоличной музыкой фаду, его ощущением нахождения на краю чего-то огромного, казался почти слишком идеальным. ARMY начали паниковать не потому, что боялись плохих новостей, а потому, что чувствовали приближение важных новостей. Новостей, которые перестраивают ожидания. Тех, которые делают прошлые интерпретации неполными. Паника в этом контексте была предвкушением, доведенным до предела. Вопросы множились быстрее, чем ответы. Работают ли они вместе или поодиночке? Это групповой проект или точка схождения индивидуальных путешествий? Почему именно сейчас, когда так много уже изменилось? И, пожалуй, самый мучительный вопрос: что, если Лиссабон – это не пункт назначения, а начало? Каждый час без подтверждения усиливал драматизм. Коллективное воображение фанатов превратило город в холст. Уличные углы стали потенциальными декорациями. Закаты над рекой анализировались как кадры из невыпущенного фильма. Даже погода подвергалась пристальному вниманию, как будто сама природа могла участвовать в том, что планировали BTS. Что делает этот момент особенно сильным, так это эмоциональный контракт между BTS и ARMY. Это не пассивная аудитория, ожидающая развлечения. Это сообщество, наученное читать между строк, ценить смысл выше зрелища, ожидать искренности даже в неожиданностях. Когда BTS действует молча, ARMY слушают внимательнее. Есть также историческая значимость настоящего момента. BTS находится на уникальном пересечении наследия и возможностей. Они уже достигли того, что многие считали невозможным. Таким образом, вопрос сводится не к тому, что будет дальше, а к тому, какое это будет будущее. Лиссабон, с его ощущением завершения, которое одновременно является и началом, кажется, является преднамеренным ответом. С течением дней паника переросла в нечто более тихое. Более глубокое. Общее ощущение того, что что-то важное готовится в тайне.
Не торопится. Не кричит. Тщательно продумано. И эта забота парадоксальным образом делала все более срочным. Некоторые фанаты описывали это ощущение как стояние перед закрытым лекционным залом, зная, что внутри обсуждается новаторская идея, и дверь откроется только тогда, когда дискуссия завершится. Другие сравнивали это с затишьем перед бурей, которая не разрушает, а преобразует. Что BTS готовят в Лиссабоне? Правда в том, что никто не знает. И именно в этом незнании и заключается суть. BTS всегда доверяли своей аудитории настолько, чтобы позволить ей пребывать в неопределенности. Позволить любопытству перерасти в размышление. Позволить панике превратиться в терпение. Однако даже у терпения есть свои пределы. И чем дольше длится молчание, тем громче становится вопрос. Это рождение новой эры? Философский поворот? Переосмысление того, чем может быть глобальная группа? Или что-то настолько неожиданное, что существующего лексикона поп-культуры недостаточно, чтобы это описать? Лиссабон ждет. BTS работают. ARMY наблюдают, анализируют, чувствуют и паникуют, потому что знают по опыту, что когда BTS выбирают такое место, история вот-вот будет написана тихо, прежде чем ее услышат громко. И, возможно, это последняя подсказка, скрытая на виду. BTS выбрали город, известный не шумом, а эхом. Потому что, что бы они ни готовили, это может и не прозвучать громко. Но как только это зазвучит, это задержится гораздо дольше, чем кто-либо ожидает. Чем дольше BTS оставались в Лиссабоне без объяснений, тем больше сам город, казалось, преображался под тяжестью ожиданий. То, что когда-то было живописной европейской столицей, внезапно стало похоже на запечатанный архив, место, где невидимыми чернилами записывается нечто важное. Фанаты BTS по всему миру начали говорить о Лиссабоне не просто как о месте, а как о сигнале. А сигналы, особенно во вселенной BTS, никогда не бывают случайными. Паника усилила то, насколько тщательно все выглядело нормальным на поверхности. Никаких экстравагантных выходов. Никаких громких публичных заявлений. Никаких драматических заявлений, чтобы успокоить или взбудоражить фандом. Эта сдержанность казалась почти академической, как будто BTS проводили контролируемый эксперимент. Уберите обычные переменные продвижения и наблюдайте, как смысл формируется органически. Результат был мгновенным и ошеломляющим. Смысл взорвался повсюду. Фанаты начали пересматривать старые интервью, лекции и закулисные разговоры, ища лингвистические или философские подсказки, которые могли бы внезапно указать на Португалию. Тексты песен, отсылающие к океану ответы, отступления, границы, пороги и тихая смелость были переосмыслены. Прежние заявления о желании оказаться в незнакомом месте или творить без шума вновь всплыли с пугающей актуальностью. Был ли Лиссабон всегда частью плана? Скрытый на виду, ожидающий подходящего момента, чтобы раскрыться? Затем произошел эмоциональный поворот. Паника сменилась любопытством на нечто более интимное. В более мягких тонах начал циркулировать вопрос: а что, если этот проект глубоко личный? BTS никогда не боялись уязвимости, но последние годы добавили новые грани к их отношениям со временем, идентичностью и наследием. Лиссабон – город, известный своей саудаде, словом, часто описываемым как непереводимая смесь тоски, ностальгии и надежды, эмоционально созвучен размышлениям артистов о пройденном пути и предстоящих дорогах. ARMY заметили, как культурная атмосфера города отражает темы, которые BTS неоднократно исследовали. Красота несовершенства. Боль роста. Тихое достоинство выносливости. Музыка фаду, рожденная из потери стойкости, внезапно стала ощущаться как негласный саундтрек. Возможно ли, что BTS выбрали Лиссабон не только из-за его эстетики, но и из-за его эмоциональной составляющей? Местные слухи подливали масло в огонь. Владельцы кафе упоминали о тайных визитах. Сотрудники музея намекали на частные показы. Подтверждений не было, только фрагменты. Каждый фрагмент служил подсказкой в головоломке, предназначенной для коллективного решения.
Этот метод раскрытия казался знакомым. BTS всегда относились к армии не как к зрителям, а как к участникам процесса создания смысла. Паника в этом смысле была участием, доведенным до эмоционального предела.